празднику Навруз в Таджикистане традиционно звучат слова о мире, милосердии и единстве. Но в этом году к поздравлениям добавился один громкий шаг — указ президента Эмомали Рахмона об освобождении около 900 заключенных. На первый взгляд, это акт доброй воли, жест, направленный на объединение нации в праздничные дни. Но за этим официальным сообщением скрывается гораздо более сложная, запутанная и тревожная картина. Власти заявили, что под амнистию попали осужденные за преступления разных категорий, от незначительных до тяжких. Это вызвало немало вопросов, ведь ранее подобные указы касались только отдельных, наименее опасных категорий. Сейчас же освобождены также те, кто был осужден за серьезные преступления, в том числе за экономические махинации, злоупотребление служебным положением и, по неофициальным данным, даже коррупцию. Сам указ не раскрывает персоналии, общественности не представили полный список тех, кто оказался на свободе. Это порождает догадки, действительно ли государство пошло на гуманистический шаг, или же речь идет о внутреннем политическом расчете. Некоторые наблюдатели полагают, что власть использовала этот момент, чтобы вывести из тюрем тех, кто уже стал ненужным свидетелем старых дел, либо тех, кто может быть полезен в новых схемах, теперь уже под личным контролем. Другие эксперты указывают, подобная амнистия — это не столько социальный жест, сколько инструмент управления общественными настроениями. Особенно в условиях, когда народ устал от экономических трудностей, цензуры и репрессий. Решение освободить сотни человек преподносится как забота о народе, но в реальности оно может быть попыткой снять напряжение и показать гуманное лицо власти без необходимости что-либо менять системно. Кроме того, амнистия отлично вписывается в сценарий политической мобилизации, она создает иллюзию открытости и снисходительности режима, в то время как настоящая политическая оппозиция продолжает сидеть за решеткой. Нет ни одного сигнала о том, что под амнистию попали заключенные по политическим делам. Все громкие имена, представители запрещенных партий, активисты, блогеры остаются за решеткой. Это означает одно: указ работает избирательно и служит укреплению системы, а не ее реформированию. Власть делает шаги не для освобождения, а для демонстрации контроля над каждым элементом, даже над подарками народу. Даже в самом процессе выбора кандидатов на освобождение прослеживается полное отсутствие прозрачности. Кто составлял списки? По каким критериям? Почему об этом ничего не сообщается обществу? Если бы целью было правосудие, тогда вместе с амнистией последовали бы объяснения, отчеты, независимые проверки. Но когда информация остается за закрытыми дверями, это уже не жест, это управляемый ритуал. Иронично, что в стране, где за пост в интернете можно получить срок, тех, кто крал миллионами, отпускают по празднику. А ведь у помилования есть и обратная сторона. Тех, кого могли освободить, не освободили. Люди, попавшие под жестокие приговоры за бытовые проступки, за политические взгляды или журналистские расследования, так и остались в тюрьмах. Это подтверждает, что амнистия — это не правовая, а политико-техническая мера, выгодная тем, кто держит контроль над системой, а не тем, кто стал жертвой этой системы. Вопрос, можно ли вообще говорить о справедливости, если милость применяется не по закону, а по сценарию? Не является ли это очередным подтверждением того, что закон в стране — инструмент в руках власти, а не защита граждан? Пока чиновники отчитываются о праздничном жесте доброй воли, правозащитники требуют доступа к полным спискам, а общество — к правде. Но в Таджикистане правда, как правило, последнее, что попадает в открытый доступ. Власти заявили, указ о помиловании в честь Навруза охватил почти 900 заключенных. Но когда дело доходит до конкретики, начинается туман. Ни в одном из официальных сообщений не раскрываются фамилии, не указывается, за какие статьи были осуждены те, кто оказался на свободе.
все обставлено максимально расплывчато, словно речь идет не о сотнях судеб, а о строках в отчете. Тишина, которая наступила после публикации указа, громче любой сенсации. И общество, и правозащитники, и даже бывшие сотрудники системы задаются вопросом, кого именно выпустили, случайных или нужных. Если взглянуть на тенденции прошлых лет, становится ясно, в Таджикистане амнистия чаще всего используется не для восстановления справедливости, а для политической целесообразности. Под амнистию, как правило, попадают лица, которые либо уже отсидели достаточно, либо могут быть полезны системе после освобождения. То есть схема отработанная, негласная и абсолютно циничная. Например, источники из правозащитных кругов утверждают, в списках освобожденных оказались бывшие чиновники, осужденные за экономические преступления. Они не провели за решеткой и половины срока, но оказались на свободе, потому что были свои. В то же время в списки не вошли активисты, независимые журналисты, участники мирных протестов. Их дела были квалифицированы как угроза государственной безопасности, хотя в большинстве случаев это были публикации, расследования, посты в соцсетях. Таким образом, становится очевидно, помилование в Таджикистане не правовой акт, а политический механизм, которым управляют кулуарно. Он обслуживает интересы правящих элит, а не интересы справедливости. Надо признать, что часть освободившихся действительно заслуживает выхода на свободу. Это женщины, подростки, пожилые люди, отбывавшие наказание за мелкие проступки. Но и здесь все не так однозначно. Почему кто-то из них оказался на свободе, а кто-то нет? Почему два одинаковых приговора приводят к разным судьбам? Один человек выходит досрочно, а другой остается в заключении без надежды. Одна из причин — коррупционные связи, о которых говорят даже бывшие сотрудники тюремной системы. По их словам, в некоторых случаях помилование можно было договориться за деньги или через родственные связи. То есть указ о помиловании становится не гарантом справедливости, а лотереей с подстроенными результатами. Кому-то улыбнулась воля президента, а кто-то не вписался в схему. В этой лотерее не участвуют те, кого действительно ждет семья, кто был осужден по сфабрикованным делам или по показаниям, выбитым под давлением. Их судьбы по-прежнему не интересуют никого в верхах. Особенно болезненным остается вопрос политических заключенных. В стране, где оппозиция фактически уничтожена, где за участие в митинге можно получить до 15 лет, освободить хотя бы одного такого человека было бы громким сигналом. Но этого не произошло. Ни один известный политический узник, по имеющейся информации, не вышел из тюрьмы по этому указу. Это молчаливое подтверждение того, что власть не намерена даже имитировать либерализацию. Некоторые аналитики считают, что таким образом Душанбе посылает сигнал и внутри страны, и вовне: мы сами решаем, кто заслуживает свободы. Закон — это лишь обертка, а содержание — политический расчет. Еще один тревожный аспект — полное отсутствие общественного контроля за исполнением указа. Кто следит за тем, как применяется помилование в конкретных регионах, в тюрьмах, в судах? Ответ — никто. В условиях полной закрытости судебной системы и подотчетности всех инстанций исполнительной власти, процедура помилования легко превращается в кулуарную раздачу милостей. Показательны истории семей, чьи близкие не попали под амнистию, несмотря на тяжелое здоровье, истекшие сроки и положительные характеристики. Для них праздник обернулся еще большим отчаянием. А ведь именно эти случаи — зеркало, в которых отражается вся суть происходящего. Помилование, которое должно было стать символом справедливости, обнажило всю несправедливость системы. По сути, указ о помиловании стал новым витком недоверия общества к властям. Он показал, что даже в вопросе освобождения людей государства остается закрытым, выборочным и циничным.
слишком много вопросов и слишком мало ответов. А за каждым вопросом чья-то судьба, чья-то жизнь, чья-то сломанная надежда.